Привет, мои друзья! Я Екатерина Варади, и я веду этот канал, который называется «После смерти сына. Дневник мамы». И сегодня у нас на счету 61-й день. День был достаточно сложный, потому что мы сегодня вернулись домой из Фрайбурга в Будапешт. То есть Ваня лечился последний год в Германии, и там же он ушел из жизни, там он был отпет, там он был кремирован, и потом мы перевезли его прах в Будапешт, похоронили, но потом нужно было забрать оставшиеся вещи, потому что за год проживания там собралось полно всего. И мы были достаточно заняты, потому что у нас в галерее было очень много проектов. У меня в Будапеште 2 художественные галереи, мы устраиваем международные конкурсы. И вот там нужно было открывать выставку, была Международная ночь музеев, в которой мы тоже принимали участие. То есть я так приехала, и даже до похорон, и после похорон, и на поминки на 40-й день, и после них я была сразу очень занята. И, наверное, это очень хорошо, потому что, в принципе, это оставляло меньше времени на разговоры. Что я заметила, вот в целом, просто вот атмосфера дома сегодня навеяла так, что я заметила, что когда мы вернулись сюда все, вот, то есть мы с мужем и с Сашей, со старшим сыном, единственным оставшимся у меня сыном сейчас, и здесь нас ждали мои родители, и Джек, наша собака. Вот сейчас мы стараемся, как бы получается, что мы меньше разговариваем друг с другом. Извините, если я не смотрю в камеру. Дело все в том, что я тут приехала домой, у меня здесь, из-за того, что я иногда провожу прямые эфиры от галереи, у меня здесь уже техника более-менее приличная, я записываюсь на телефон. До этого я писалась на компьютер, потому что не было треноги. И в компьютере очень удобно, камера ровно в середине. А здесь я вот так понимаю, что я все время не в ту сторону смотрю. Ну, я буду пытаться смотреть в камеру. Но когда я смотрю в камеру, то я не вижу себя. Так вот, мы как бы стали меньше разговаривать друг с другом, потому что всем хочется поддерживать ощущение все-таки такое жизни. Как только начинаешь говорить, начинаешь плакать, начинаешь задавать вопросы, и это всем очень тяжело. Об этом я, собственно, говорила, что надо стараться себя сдерживать, надо стараться там дурные мысли от себя отгонять. Но вот сегодняшний день тоже для меня оказался немножко откровением. Мы с Сашей, то есть мы ехали вместе с Сашей. Он вел машину, набитую битком абсолютно всеми вещами. Я взяла с собой портрет Вани, потому что я убрала с собой и во Фрайбург. Тут на заднем плане вы видите, что вот портрет Вани стоит, рядом стоят живые цветы, там же иконы, там я зажигаю свечи, когда молюсь. Вот. В машине он ехал с нами, вот 2 передних сиденья, и за нами был портрет Вани, и перед ним тоже букет цветов. То есть вот для меня вот он как его присутствие. И во Фрайбурге, и здесь мне это было необходимо. То есть вот я без этого не могу. Вот эти звуки — это Джек, который хулиганит, который что-то от меня хочет. Вот. И мы ехали достаточно долго, то есть дорога это около 1100 километров, поэтому, соответственно, с остановками очень много ремонта на дороге, и несмотря на то, что трассы вроде бы немецкие, без ограничения скорости, на самом деле вот раньше, меньше чем за 12-13 часов не доедешь. И вот мы только что приехали, то есть времени сейчас почти 4 часа, уже 30-е. Вот. Но я человек ответственный, то есть для меня как бы вот этот проект сейчас очень важен, потому что я прям вот чувствую поддержку и чувствую, что он нужен. Я не знаю, откуда пришло, может быть, я не права. Вот внутри мне сердце говорит, что он очень важен. Вот, и я решила все-таки записать это видео. Сразу скажу, что свое слово по поводу миротворческой деятельности Вани после смерти я не расскажу сегодня, расскажу завтра. Не потому что не хочу, а просто потому что я, правда, очень устала и не хотелось бы эту историю скомкать. Вот, потому что она тоже очень важная. Но чем интересен был сегодняшний день? Ну, во-первых, он был совсем непростой. Джек Фу был совершенно непростой, потому что я уезжала из того места, где Ваня прожил последний год своей жизни. Да, он много лежал в больнице, но также много был дома. И там практически все о нем говорило. Вот та самая зубная щетка, о которой я вам говорила, там на его тумбочке витамины, в сумке, которую я отвозила в больницу накануне ухода Вани, там были разложены его витамины на ближайшие 3 дня. В понедельник нас должны были выписать. Ушел он в пятницу вечером. То есть
вот это вот, знаете, вот это все опять всколыхнуло. Вот осталось там, иконы я забрала, когда уезжала в прошлый раз. Портрет я вот сейчас вернула, взяла с собой тоже иконы. И там оставалась еще не засохшей веточка туи с вербой, которую, наверное, в воскресенье привез нам отец Михаил. То есть, вы знаете, вот это все как будто возвращение в прошлое. С одной стороны, безумно больно, потому что каждое место, коридор, по которому он гулял, лестница, по которой мы ходили, двор гостиницы, по которой он ходил то с костылями, то без, аптека, в которой мы покупали лекарства, ну все вообще, все о нем напоминает и напоминало. И вот это такое двойственное чувство, потому что вот у меня было такое ощущение, что если бы у меня была такая финансовая возможность, то я бы эту комнату, эти апартаменты бы оставила у себя на там, ближайшие несколько лет, чтобы периодически туда возвращаться. И вдыхать вот этот воздух, которым мы с ним вместе дышали, вот спать на той самой кровати, где он спал рядом со мной. С другой стороны, большой вопрос, не мазохизм ли это, потому что, конечно, это тяжело. Вот. И когда мы сегодня собирались, это была прям отдельная история. Вот, например, зубную щетку я выбросить не смогла. Витамины, на которые было написано, там вот какие дни, я тоже выбросить не смогла. Я не знаю, куда это буду девать. Вот. Но для меня это все равно вот частичка Вани. Вот я вот смотрю на эту зубную щетку. Вот. Но при этом, естественно, я делала, знаете, вот эта хорошая мина при плохой игре. С Сашей все хорошо, все великолепно. Вот. Мы с гостиницей очень хорошо расстались. Они действительно к нам очень, очень хорошо, очень трепетно относились. Много делали нам просто таких услуг, за которые обычно в гостинице берут деньги, у нас не брали. Причем вот видно, что делали от сердца. Что-то там помогали донести, отнести, перевести, позвонить, отправить посылку, принять посылку. То есть вот такие вещи. Иногда не брали, там, мы приезжали рано, когда надо было платить за ночь, они за нас не брали. То есть они, конечно, нам очень сочувствовали, это было видно. И мы крайне благодарны вообще всем, кто там с нами был. Вообще просто замечательное обслуживание мы получили и в отеле, и в вот этом центре международных медицинских услуг. И, скажем, если кому-то нужно будет лечиться во Фрайбург, то если вы попадете в известный науке диагноз, то там вас вылечат. То есть там действительно очень классно, там очень хорошие специалисты. И они настолько хорошие, что они, если в чем-то сомневаются, они обязательно перепроверяют. Вот, например, нашу биопсию, наши вот ткани опухоли, они посмотрели сами, хотя они сами одна из лучших клиник, а потом еще послали в Мюнстер на дополнительную проверку. А после этой дополнительной проверки, когда она тоже не дала точных результатов, они взяли нас в международную такую специальную программу для молодых и бесплатно делали дополнительное в течение полугода еще дополнительные какие-то исследования. Понятно, что это было нужно для науки, но была надежда, что они для нас тоже что-то найдут, но не нашли ничего, то есть так и не поняли ничего. Но, тем не менее, они действительно очень добросовестно относятся к своим обязанностям в том случае, если ваш диагноз попадает в какую-то вот одну заданную отрасль, то есть, скажем, онкология, гинекология, хирургия. Вот если у вас там уже 2-3, то там уже сложно. Вот как у нас было, непонятно, к кому мы относились, так у нас и не было одного лечащего врача, который занимался и раной, и опухолью, и воспалением костей, и всем, и в целом человеком. То есть так вот мы остались как у семеняник, дитя без глаза. Но в принципе Фрайбург — это, конечно, замечательное место. Вот. И вот мы поехали с Сашей. Очень много разговаривали, вспоминали не Ваню, а вообще, в принципе, что-то вспоминали о нашей жизни, о том, о сём. И в какой-то момент Саша просто мне рассказывал о каком-то слушал, он очень много всякого рода новостей слушает, когда работает, и поэтому он достаточно широко образован, то есть он знает многое о инновациях в разных отраслях науки. И тут он мне говорит, что вот практически изобретено лекарство от меланомы, какие-то российские ученые, назвал имена, я не запомнила, они уже ее опробуют, и даст Бог, года через 2, может быть, они получат даже Нобелевскую премию, то есть это какая-то таблетка, которая действует как иммунный препарат. Если у тебя меланома, ты пьешь и поправляешься. То есть
она просто учит организм бороться с этой меланомой. И вот в этот момент меня прорвало, то есть я как-то стала вспоминать, как у нас тоже подозревали меланому достаточно долго. Вот, и я стала реветь. Вот, и Сашка, бедный, тоже расстроился, и, в общем, как результат, мы с ним оба сидели и плакали. То есть он вел еще машину, и мы сидели и плакали. Потому что настолько стало горько, потому что я вот сказала, вот да, и он, да, еще вот то, что меня на самом деле триггернуло, то есть вот после чего мне, Джек, фу, сейчас нельзя, сейчас я не могу с тобой заниматься, не могу, все, сядь, не могу. Вот, меня что-то триггернуло, он сказал, что как бы предполагается, что срок жизни человека это где-то 150 лет. И вот тут меня вырубило, я говорю, конечно, 150 лет, а вот в нашем случае 21 год, и ничего не могли сделать. Вот, и после этого мы так поплакали, и, знаете, кроме того, что нам стало легче, просто потому что то, что мы поплакали вместе, и каждый сказал о своих болях. Я вот выяснила, оказывается, что когда мы пришли после смерти Вани обратно в гостиницу, забрав все вещи, мы все не стали уходить в свои гостиничные комнаты, все остались ночевать вместе, то есть со мной на кровати спал Саша, я думала, что спал, а он не спал. А на матрасе перед дверью спал Лацик, мой муж, который обычно храпит, поэтому невозможно с ним спать вместе. И вот, как выяснилось, Сашка не мог заснуть всю ночь, ну, там не ночь, там осталось уже утро, мы пришли-то в 7 утра, на самом деле, то есть, ну, для нас уже мы не спали, поэтому вот тот период, который мы для сна, он спать не мог, потому что, оказывается, он безумно боялся, что либо я умру от горя, либо от горя умрет папа, то есть мой муж. И вот он все время прислушивался к нашему дыханию, и в какой-то момент там прошло часа, наверное, 2, ну, уже был день, естественно, и я, говорит, просто встал и ушел гулять, потому что я понял, что я не могу не спать, и я не могу, меня, говорит, вот просто вот так вот колотит. И вот для него это тоже было сегодня важно высказать. Я ни в коем случае сейчас не даю советы, потому что, как я уже сказала, я обычная мама, я вообще не имею права никому ничего советовать, но просто мне написали женщины, несколько человек, которые говорили, что они давно уже потеряли своих детей, и для них тема ребенка в семье, ну, табу, то есть они молчат об этом. Потому что каждый несет свою боль, и невозможно высказать ее, потому что это очень болезненно. Просто я ни в коем случае не могу никому порекомендовать менять эту практику. Просто подумайте, потому что я сама вот до вчерашнего дня, помните, я вам говорила, что мне кажется, что вот лучше одной выплакаться, повыть там и так далее. Вот. А сегодня мне и Саша сказал, знаешь, говорит, вот как хорошо, что мы с тобой сегодня именно вместе поплакали, потому что мы стали ближе друг к другу, мы лучше поняли друг друга. И я смог сказать то, что я не мог сказать, и мне стало легче. И я понял, что где тебе больно, и как бы вот в чем ну, в общем, это, знаете, это какое-то такое, все равно, вот когда семья и в горе, и в радости вместе, не только физически, но и душевно, то есть находятся какие-то моменты, когда люди могут плакать вместе, я поняла, что это бывает хорошо. И бывает облегчением, потому что Саша мне сегодня сказал, что пока я держала лицо, он себя чувствовал обязанным и все время меня развлекать, ну, делать так, чтобы мне не было плохо. Соответственно, не мог показать свои чувства. Он говорит, мне давно хотелось заплакать, но пока ты не заплакала, я не мог себе этого позволить. И вот вы представляете себе, мы ходили такие оба, готовые заплакать, но каждый ради друг друга себя сдерживал, в результате делал себе и другому только хуже. То есть вот это вот такая история, с которой я вот, мне тоже, наверное, надо подумать, как с этим жить и как с этим работать. Наверное, надо вызывать и мужа, потому что мне все говорят, береги мужа. Мужчинам очень сложно перенести потерю. Вот, и я тоже вижу, что он у меня периодически замыкается в себе. Но мы, когда с Джеком гуляем, я стараюсь так аккуратно выводить на эту тему. Мы все время разговариваем вот про Ваню, вспоминаем, улыбаемся, шутим, смеемся по поводу него. И как бы легче становится, да, иногда плачем. Как-то, ну, на улице, конечно, не особо поплачешь, там народ ходит, но иногда плачем. Вот, и поэтому просто я, опять же, как я говорю, не даю советов, не даю рецептов, но, как выяснилось, что такое может помочь. Может быть, вам стоит тоже попробовать. Тем, кто не может из себя достать вот это горе, и это горе вас может выжигать изнутри.
и может выжигать изнутри ваших близких. Вот, может быть, есть смысл иногда действительно его хоть как-то, хоть каким-то образом проговорить. Вот, и вот мы как раз с Сашей сегодня ехали и разговаривали о том, что у нас какое-то ощущение выхода на совершенно другой уровень, уровень сказки какой-то, я не знаю. Во-первых, вот мы уехали во Фрайбург, вот я вернулась с этим каналом, который сейчас занимает все мои мысли, я читаю комментарии, я думаю, о чем мне рассказать, чем мне помочь людям, как, может быть, организовать какие-то встречи для тех нас, которые вот здесь рядом находятся. Вот, например, я сегодня хотела, знаете, чем с вами поделиться? Я хотела поделиться, ну, кроме вот этого переживания, потому что вот мы практически вот это было главным таким... Вот мы поплакали, и нам, во-первых, стало легче. То есть мы после этого уже смеялись, мы там попали в безумный совершенно ливень, просто абсолютно, который невозможно... То есть мы ползли в такая, знаете, 9 вечера уже было 10. То есть уже было темно, и вокруг стеной вода, и через все небо молнии, гром. То есть мы так в середине грозы. Мне Саша такой говорит: слушай, ты уверена, что нам туда надо? Что-то наш дом скорее сейчас напоминает Мордор. Может быть, повернем? То есть вот так вы смеялись еще, значит, я тут же в Инстаграм скинула сторис вот с этой фотографией, как мы едем, абсолютная такая тьма жуткая. Ну, то есть мы как бы пошутили, мы послушали песни, вспомнили про то, какие песни слушал Ваня, и это было как-то уже совершенно по-другому, уже вот это все вышло, боль, горечь, а осталась какая-то вот уютная такая, мы вспомнили вот песню Виктора Цоя «Спокойная ночь», которую Ваня пел у нас в галерее на Рождество один раз, Ваня со своим другом Марком. И эта песня про него. Вот послушайте, я вам хотела как раз порекомендовать. Мне кажется, будет очень здорово, если вы, например, мне в ответ тоже напишите что-то, что вы рекомендуете прочитать, может быть, послушать, прочитать, что вам помогает. Вот мне, понятное дело, я вообще люблю Цоя, вот, и у меня Ваня любил Цоя. И я вдруг поняла, что вот эта песня «Спокойная ночь» — это вообще про Ваню, про его ситуацию. Что те, кто уходят, их уже не догнать, а тех, кому нужно спать, тем спокойная ночь. То есть вот мы действительно в какой-то момент делимся. Кто-то остается здесь в спокойной ночи, а кто-то улетает, и их уже не догнать. Вот это прям вот песня про него и, наверное, про ваших детей тоже. Вот. Послушайте, может быть, вам поможет и что-то Я абсолютно банальную вещь говорю, потому что, по-моему, русскоговорящая аудитория вся Цоя знает. Вот. Но вполне может быть, что просто вот эту песню вы, например, не слушали. Вот. А вот Ваня ее очень любил. Ну, не только ее, но вот сегодня я хотела сказать о ней. И вот еще я хотела бы сказать вам сегодня о том, что я читаю. Ну, вы понимаете, я филолог. То есть я как бы человек, который с детства, то есть я года в 4 научилась читать, и с тех пор я потеряна для общества, то есть я без книги себя не представляю. То есть я могу себя представить без телевизора, без планшета, без компьютера, без всего, но без книг я себя представить не могу. И, конечно, для меня огромное облегчение, что сейчас не надо таскать книги из-за границы, потому что пока этого не было, это был просто безумный груз и деньги, и вообще все что угодно, то есть чемоданами таскать, потому что я как филолог очень быстро читаю. То есть вот я вполне могу прочитать толстую книгу за 2 дня и запомнить, что там сказано. То есть у нас такой уже навык быстрочтения. И я, конечно, всю жизнь читала все, что появлялось, классическая русская литература, новая классическая литература, там и Евгений Водолазкин, ну и, понятное дело, и Улицкую, и там и Захара Прилепина, и Пелевина, и вообще кого только нет, и кого только я не читала, и Минаева, Духлес, и, ну, то есть вот все, понятное дело, Глуховского, это вот «Метро», и боже мой, как же называется, ну вот эта серия его про метро, и еще была, забыла, вот сейчас выпала уже, сегодня как раз об этой книжке разговаривали с Сашей. Вот, то есть я всегда читала вот эти книги, и там среди них было достаточно много тяжелых. У Улицкой много такой тяжелых переживаний, и у Дины Рубиной тоже есть истории такие достаточно тяжелые. Ну, Глеб Водолазкин, вообще это вот история о Лавре, это история о православном святом, она тоже достаточно тяжелая. Так вот, я вам честно скажу, с тех пор, как Ваня заболел,
это уже как 1,5 года, плюс вот его 2 месяца уже с нами нет, почти скоро в сентябре будет 2 года, я не читаю ничего, что во мне вызовет отрицательные эмоции. Вот не стыжусь сказать. Я перечитала, честно скажу, всю советскую, российскую классику давно уже, и не по одному разу. Я, безусловно, понимаю, что человек должен читать разное и смотреть разное, но я не читаю, не смотрю ничего, что может мне перенести отрицательные эмоции. Ни фильмы про войну, ни фильмы про смерть, ни фильмы про разводы там какие-то, потому что и я новости тоже не смотрю, потому что я считаю, у меня здесь новостей столько самой час, что я просто не выдержу, если я начну. Это не желание закрыться от бед мира, абсолютно, это просто банальное желание сохранить себя в живых. Потому что я очень человек по жизни, очень чутко чувствующий. Это не потому, что я говорю, что я хорошая. Вот это вот совсем не факт, что хорошо, это тяжело. Я очень чутко чувствую изменения в атмосфере, не в плане изменения погоды, а изменения морального климата. Вот, например, когда в свое время началась сербская война, у меня были безумные головные боли еще вот до ее начала, и как она началась, мне было физически очень плохо. И с тех пор я заметила, что все такого рода события я переношу очень плохо, тяжело, морально и физически. И, естественно, вот российско-украинская война, огромное количество беженцев, людей, друзей моих, которые теряют своих близких. С одной стороны и с другой стороны, в совершенно бессмысленной, безумной, жестокой, бесчеловечной войне. Для меня это и так было тяжело, потом плюс пришел Ваня. И вот сейчас я стараюсь вот так вот закрыть глаза, я нахально пользуюсь Фейсбуком, чтобы писать про себя, и нахально не читаю тех людей, которые, или читаю очень мало тех людей, которые пишут про тяжелое, потому что помочь я кому могу, помогаю, но я просто сейчас не могу. И вот из книг, если вы будете думать, что читать, я вам очень сильно рекомендую, это для русскоязычной аудитории, конечно, есть такая писательница Ольга Назарова, но это для тех, кто любит животных. Вот она пишет очень добрые и очень светлые книги про животных и их людей. Там есть серия «Убежище», серия «Совершенно неправильные люди», серия про сказочных персонажей. Я не могу сказать, что это классическая русская литература. То есть там нет Джек, нельзя. Там нет драмы в том понимании этого слова, в котором это понимает классическая русская литература. Это простые книги, но у них всегда очень хороший, очень добрый конец, замечательные животные, и ты можешь туда погрузиться и забыть о своем горе. Вот Ольгу Назарову я вам очень... Джек, нельзя! Джек, стой! Иди сюда! Он просто пытается сейчас уйти в комнату и разбудить мужа моего. Вот. Я ему этого не разрешаю, естественно. Вот, он у меня большой, сам двери открывает, закрывает нахальным образом. Вот, я вам очень рекомендую, я их покупаю на Литресе, это не реклама, просто будучи за границей, для меня вот этот сервис доступен, там возможно платежи из-за границы, поэтому я покупаю там книги. И вот Ольга Назарова, это человек, который, с моей точки зрения, сможет даже из глубокой депрессии человека вывести, если человек любит читать. Вот. Если вы не любите про собак и кошек, то вполне пойдут какие-то вот такие детективы, которые не настолько детективы, чтобы, как у Шекспира, в живых оставался только там слуга главного героя, то есть куча трупов. Нет, вот не такие, а такие добрые детективы. Мне, например, очень нравится там, вот Татьяна Устинова в последнее время мало выпускает, но мне очень нравится, например, Людмила Мартова. У нее такие очень приятные книги, в которых тоже как-то нет вот такой безумной драмы, там тоже всегда хорошо все кончается. Есть хорошие, добрые персонажи. Если вам нравится такой фантазийный мир, то это вот Андрей Васильев пишет замечательные такие книги, которые немножко про наших старых славянских богов, но там, как мне кажется, и христиане вполне себе могут такие книги читать, потому что там так они очень интересно уживаются, то есть как бы нечистые силы христиан не трогает, то есть там вот так, то есть это никакая не дьявольская литература ни в коем случае. Вот. Ну и, понятно, в помощь вам «Властелин колец», «Хроники Нарнии», «Гарри Поттер», они хоть и детские, но они для взрослых очень здорово пойдут, Паттер Браун Честертона, то есть про отца Брауна. Вот, то есть мне кажется, нужно сейчас насильственным образом себя держать в тонусе, и смотря добрые, хорошие
фильмы и читая добрые, хорошие книги. Про фильмы я вам ничего не скажу, я достаточно мало сейчас смотрела. Вот мы с Ваней смотрели про... Это Breaking Bad, это, не знаю, мы на английском его смотрели, это называется «Во все тяжкие». Фильм, кстати, очень хороший, но очень тяжелый, так что вот не надо его смотреть, мне кажется. Вот там как раз и про рак, и про убийство, и про смерть, и вообще про что угодно. Вот. То есть таких светлых фильмов мало, я вот сейчас не скажу, я их вообще стараюсь не смотреть, но зато я очень часто залипаю в Инстаграме на всяких вот очень много смешных клипов с животными и с людьми. Сейчас очень много таких талантливых людей, которые вылезают отовсюду. Вот, и вот эти люди, они, конечно, просто, да, это сжирает какое-то количество времени, но когда вам плохо, то совершенно вы не обязаны это время сильно беречь. То есть это сейчас вы имеете право, это вот мне и психолог сказал, вы имеете право сейчас, вот как на войне, делать то, что... То есть сейчас война, вот для меня эта война уже закончилась, чисто внешне. У меня явно совершенно поствоенный синдром, когда у меня освободилось много времени, в которое я раньше использовала для перевязок, хождений по врачам и так далее. Вот это у меня время высвободилось. У меня высвободилось огромное количество эмоций. У меня пропал страх, но зато возникло горе. И я сейчас продолжаю находиться в состоянии крайнего стресса. Я это вижу по многим физическим симптомам. Вот первый месяц после смерти Вани у меня безумные были головные боли. То есть настолько, что я по 3 часа не могла встать с кровати. Я горстями пила таблетки. Сейчас я стала ходить на массаж, у меня голова стала болеть меньше. То есть я начинаю потихоньку восстанавливаться, но это далеко не конец, потому что у меня много есть всякого рода еще симптомов, которые там плохой сон и головная боль, это только вот минимум из того, что я хотела разделить с общественностью, скажем так. Вот. Но сейчас, если вы пережили потерю, даже если вы пережили потерю давно, но до сих пор горюете, вы имеете право на свое пространство, как мне кажется, опять же, это не совет, вот я просто так считаю, на то пространство тепла, спокойствия, которое для вас дает тепло и спокойствие. Оно у всех может быть разным. Кому-то, может быть, нужно, я не знаю, сходить в театральную студию, или в кино, или на какой-нибудь дискуссионный клуб, или на квиз. Вот у нас в Будапеште квизы пошли сейчас очень популярные. Или еще куда-то. То есть я говорю про себя, потому что я читаю много, поэтому я вот дала рекомендации, например, по книжкам. Вот. Если мне кто-то напишет свои рекомендации, я с удовольствием вам их потом передам. Вот завтра я приготовила тоже, я хотела бы рассказать вам про песни, которые мне, например, помогают выжить. Иногда они меня заставляют поплакать, но они иногда очень мне помогают в моих мыслях о Ване. Вот вы знаете, вот такое ощущение, что когда какие-то песни слушаешь, то ощущение, как будто он становится ближе. Вот твой ребенок. И не мертвый, а живой. Вот. Хотя, конечно, что вам сказать? Вот вчера я закончила с вами видео на такой бодренькой волне, а потом зашла в эту ванну, опять увидела эту несчастную зубную щетку. И опять повыла немножко, но не сильно много выла, потому что я вчера мучилась с субтитрами, и до 6 утра, до 7 утра я пыталась сделать субтитры, и таки сделала. То есть у меня сейчас автоматические русские субтитры, и также есть еще венгерские и английские субтитры. И, может быть, я еще и немецкие сделаю, потому что у меня аудитория такая разноязыкая. Вот, на сегодняшний день я, наверное, на этом закончу, потому что вот главным моим, подводя итог, я могу сказать, что очень нужно следить за тем, вот что вы хотите для себя сохранить, не является ли это для вас дополнительным источником мучения, и, может быть, от чего-то стоит отказаться. Это я вот к апартаментам во Фрайбурге, от которых мы отказались, естественно, сейчас. И мне было это очень тяжело сделать, но вот уехав оттуда, я подумала, что, наверное, все-таки это правильно. Что мы не стали продлевать, могли бы, скажем, продлить на месяц-два, но вот не стали. Вот. И второе, это то, что нужно продумать тот момент, что иногда поплакать вместе – это полезная история. Это очень помогает сблизиться семье, разделить горе вместе и облегчить
внутреннее напряжение. Вот знаете, как пар из скороварки выпустить. Иначе она может взорваться, а главное, что она может дать осложнения на какие-то внутренние органы, потому что когда боль не может выйти наружу, она действует внутри. Я видела пример этому уже много-много раз, и когда у меня папа заболевал, какие были ситуации с мамой, то есть, ну и много других таких случаев можно было увидеть. Вот, мои дорогие, я заканчиваю, сейчас мне надо будет это видео перекачивать на компьютер, и уже так, как настоящий мастер, я расскажу, в смысле, сделаю субтитры и залью сразу все видео с субтитрами на всех языках. Вот. И в комментариях, в первом комментарии я напишу авторов тех книг, которых я сегодня рекомендовала. Вот. Просто для того, чтобы вы не забыли. Опять же, это не реклама этих авторов. Это действительно те люди, которых я читаю. И я не стыжусь признаться, да, это может быть женская проза, это может быть легкие детективы, это может быть наивные, смешные истории, но они мне помогают. И вот я готова встать перед толпой страшных филологов, которые прочитали все книги мира, и сказать, да, я буду продолжать это делать, потому что это меня сейчас спасает. Я желаю вам спасения, жду ваших рекомендаций и жду встречи с вами. Надеюсь, если буду жива и будет все нормально, завтра. Спокойной вам ночи, я вас всех очень люблю. Желаю вам уменьшения внутреннего давления и горя, хорошего сна для тех, кто идет спать. Спокойной ночи и всего самого-самого хорошего. До свидания.